С кирпичами вместе. Опа. Ребята, интересный ключ немецкий с надписью. Давайте почистим и посмотрим. Неожиданно приятная история с ключом вышла, друзья. Сейчас покажу. Под звуки песни Дятла. Посмотрите, ребят. Курт Зандер. Но это еще не все, ребят. Кёнигсберг. Впервые вижу подобный ключ. Еще из Кёнигсберга. Загуглим потом, кто такой был Курт Зандер. А ключик надо будет, я даже не знаю. Как вы думаете, в щевелку его лучше? Сторона похуже, надо полагать. Но Кёнигсберг читается. Это очень хорошо, друзья. Ну чё, лопаты, приборы. Не понял. Кто это? Эй! Ты кто? О, бляха. Был он прилетел, бляха. Здорово. Ты кто? Как кто? С инопланетянами Новый год отмечал. Ты там хотел значок показать какой-то. Хитрый значок. И вот такая очень редкая находка попалась сегодня Биг Энтони. Посмотрите на этот значок. Можно видеть череп, букву W, если произносить на английском. Gesgesch производитель. И вот лицевая сторона. Друзья, а уж не имеет ли этот знак отношения к такой организации, как Вервольф? Немецкое ополчение. Редчайшая вещь, судя по всему. Gesgesch. И здесь тоже палец у меня, смотрите, какой. Афроамериканский. Это не хухры-мухры. Но это еще не все. Вот тут выкапываю вот эту крышку и стекляшку. Ямку закапываем. Больше сигналов не было. Короче, рядом сигнал. И смотрите. Ой-ой-ой, друзья, это что-то очень интересное. И объясните мне, как вот так? Как такое бывает? Вот дорога, избитая временами, тысячами копателей. И смотрите. Ух ты! Это что-то очень интересное, дорогие друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это какие-то масонские дела, ребята. Я вижу циркуль. Давайте почистим. Я в шоке. Это что-то очень крутое. Фу, аж заклокотало все. Вот это приехал, ребята. Я просто в шоке. Это какая-то крутая, очень крутая штука, друзья. Самое главное, масонские символы я уже вижу. Вы не представляете сейчас мое состояние.
Я готов домой ехать, ребят. Просто внутри такой адреналин шпарит, просто с дофамином. Я хочу ее слегка, вот маленькой пластиковой щеточкой. На латыни что-то написано. Состояние просто. Сейчас переверну камеру, посмотрим. Блин, вот с этой стороны чуть залеплено. Смотрите на размер. Она бронзовая. Как ее здесь не назвонили? Я просто не понимаю. Вот она лежала. Вот тут вот трубу я назвонил рядом. Вот тут лежала. Это что-то очень крутое, друзья. Давайте аккуратно эту сторону почистим. Блин, куда-то щетку кинул уже на адреналине. Я не хочу стирать великолепие следов времени в виде вот этих окислов патины. Но мы видим здесь какие-то братики-масоны, походу. Это стопудово какая-то масонская тема. Я знаю, что вот дом, который тут стоял, тут жил барон. И по масонам тут находили уже. Это просто изумительно. Шикарнейший. Так, дорогие друзья, перед нами чуть-чуть не масонская тема. Я ошибался. Это памятная медаль к золотой свадьбе Евангелистской церкви Старопрусского Союза. На реверсе надпись из Библии: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Послание к римлянам, глава 12, строка 12. Пока не знаю, как ее чистить, но вот этот зеленый цвет, он мне очень и очень нравится. Друзья, что могу сказать? Коп начинается вот так. Дай бог, чтобы он так же и продолжался. Первая находка, смотрим. Иду вдоль дороги. Ну вот кирпичик вокруг. Глубокий сигнал был. Был глубокий сигнал, и смотрите. Посмотрите сюда, дорогие мои. Опа. Пряга. Пряга веймарская, что ли. Сейчас почистим и поглядим. Супер. Супер зачет. К слову, ходили мы здесь. Очень интересные находки были в прошлом году. Но это была весна поздняя. И уже трава вставала. Уже ходить было невозможно. А сейчас все прилегло. И вот видите, глубокий сигнал. Зацепил и пряжка. Класс. Вообще. Вообще супер. Такой патине. Чуть-чуть помятая, но полностью комплектная. Вот такая находка, друзья, с почином. Зачет. Зачет. Просто зачет. Ну вот, ребят, удалось вычленить что-то. И, по-моему, партийник мы видим в отличном состоянии. А смотрите. Опа. Да. Партийный знак. Полностью чистить не буду, дабы не демонстрировать. Но вы видите, что состояние значка просто хорошее. Я даже лучше, наверное, и не находил. НСДАП. Бычий глаз в простонародье. Зачет. Была весна. Теперь
Глаз да глаз. Вон он растопырил свои лапы. Видите, он сидит и готов уже примагнититься. Понимаете, в чем дело, друзья? Так что будьте начеку. Друзья, достаю сигнал. Разбиваю его просто лопатой, вот так, буш, замерзший. Смотрите, что выкопал. Я пока не знаю, друзья, то это или не то, что я думаю. Но выглядит очень интересно. Выглядит очень интересно. Замерзшее. Оно замерзшее просто. Фу, блядь, неужели золото? Оно замерзло. Я не могу. Оно не вылазит. Сейчас, ребят, даже выключать не буду. Блин, как бы положить-то? Сейчас, секунду. Смотрите, оно вмерзло. О! Ой-ой-ой-ой-ой! 1848 год! Бля, друзья! Инициалка. Не знаю, что за материал, честно вам скажу. Но оно желтое. Ай, бляха. Смотрите. Все, я пошел мыть, и мы заканчиваем, друзья. Ребят, смотрите. Вот, я его поднимаю здесь. Вот. Вот мы весной копали. Вот помойка закопанная. Здесь мы стекляшки вот эти вот я выкапывал. Видите, как получилось. Буквально 5 метров. Че меня... Мы уже уезжать собирались. Я Антону говорю, дай схожу на этот дом. Это просто шок, друзья. Это просто шок. Не, друзья. Это не 1848. Там стоит номер 11848. Что они имели в виду этим? Там вон сверху, видите, какие-то цифры. Но оно выглядит как золото. На нем никаких совершенно нету окислов, ничего. ЦА. Все, друзья, еду проставляться. Мне кажется, это золото, ребят. Мне кажется, это золото. Вон еще одна гравировка. Блин. Тысяча 870, что ли. Да. Вообще такой сигнал был, ребят, и смотрите, что вылетает. А я уже вижу, что это крышечка велозвонка. Чуть-чуть у основания лопнувшая. Здесь сектор отсутствует. Сейчас почистим ее и посмотрим. Посмотрите, какой красавец, друзья. Вообще шикардос. Эмиль Анграбейт. Производитель. Кайф. Все. Так, что-то у Антона вылезло. Пойдем снимать.
Зажигалка, что ли? Дымка идеальная. Вау! Да, вообще шикардос. Друзья, вот что значит не копано. Посмотри, на ней даже блестит гравировка. Шикарно. Вообще. Скажи, Антон, курил бы, восстановил бы и пользовался, да? Я не курю. И вам не советую. Ребят, чудеса да и только. Сигнал на сигнале. Не зря Андрей Андреевич копателей 20 лет уже не пускает на эту территорию. Посмотрите, что творится. Значок. Югент. Посмотрите, сохран какой. И главное, застежка целая. Сейчас я почищу, еще там может и клейма видно будут. Я уже вон вижу даже что-то кругляшок. Вообще просто. Вон там РЗМ, видите. Вот так вот. Копаем, копаем, копаем. Раз, дом. И вот тут дом был. И между ними дорога туда уходила тоже. У Антония находка. Что-то про Наполеона Третьего говорит. Сейчас посмотрим. Вау. 1856. Как на Залесье. Помнишь, я находил убитую тогда, да? Самое главное, что сохран. Удивительные земли, удивительные. Антохий Чиханте. Пришел Биг Энтони, он же Ибрагимус, Антониус. Смотрите, ребят, бах, 2-копеечника взял, грошевика взял, 20 грошей, да? 2 копейки. Тут такая мультинациональная дорога, такое мы уже встречали, ребят, в охотничьих местах. Да, где вот охотились, там в Славском районе подобная история. И золотишко. Да, Антон кричал там золото, золото партии, говорит. Копейка. Я там тоже фенингов приподнял. Ты ее что, в рот брал, что ли? Она такая блестящая. Может, золотая после победы, ограниченная версия. Своей находкой. Смотрите. Это у нас с Наполеончиком хорошо смотрится. Да. Альбертинка. В позолотке была. Молодец. Надо вот мою почистить. Но она куда-то инкрустировалась в кожу или в дерево куда-то. Похоже на меч какой-то. Прелесть просто. Женской половине аудитории посвящается. Весна. Самое оно, ребят. Самое оно. Вот так вот. Красота. Вторая у нас. Все, заглушки поставил. Вот на сегодня самая лучшая находка. Ребята, просто красота. Herzlich willkommen bei Pavel im Kanal bei den Schatzsuchern. Друзья, приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня у нас гость, к нам приехал Карстен из Германии. Будем ходить гулять, мы приехали копать. И в конце мы обязательно пожарим что, Антоха? Шашлычки. Ребята, коп состоялся.
просто я такую вещь мечтал найти очень давно. Даже готов был купить, но денег все время не хватало. Ах, смотрите. Сначала думал жетон. Посмотрите. Это на добычу янтаря. Это на добычу янтаря. Посмотрите номер, друзья, я просто в шоке. И не зря здесь янтарь попадается. Не зря здесь попадается янтарь. Я просто в шоке. Это шикарная находка. Это шикарнейшая находка, друзья. И не зря здесь попадается янтарь. Вы только посмотрите на нее. И не зря здесь попадается янтарь. Покажи, Карстен. Не зря здесь попадается янтарь. Потому что жетон на разрешение на добычу янтаря. Второй номер. Вот оно. Шикардос. Посмотри какой. Ребята кинулись искать янтарь. А я им, знаете, что говорю? Спокойно. Лицензия на добычу за вторым номером есть только у меня. Ребят, вся свора копателей хочет посмотреть на мой жетон. И вот он, янтарик, смотрите. Раз. Держи. Два. Вау, прикол. Кайфовый, да, Антон? Да, Кёник, Лихе, Берштейн. Нифига себе. О, у Карстена там находочка, друзья. Ух ты! Да, друзья, янтарь. Офигеть. Ну это такой низкопробный как бы слойка, но посмотри. Да? Точно здесь артель была какая-то. Ребята, какой запах вам просто не передать. Лук с пряностями и шашлычок. На гранатовом соке. Да еще и на гранатовом соке. Батюшки. А не батюшки ли мои это, друзья? А не батюшки. Сейчас Антоний зачехлит всю тему. Ух. Супер. Шмяк. Кулинарщики подъехали. Сейчас. Самый главный момент всего момента. Снимай. А дальше его, как родного ребеночка, в постель укладываешь и пару минут ему постоять. Красота. Ой, ребята. Ваше здоровье. Какой сигнал, друзья, и какая находка, смотрите. Вот. Иду вдоль канавы, отличный сигнал раздается. Причем вижу следы здесь рядом. Ходили здесь, кто-то выхаживал. И смотрите, монетка. Друзья, мне кажется, это серебро и что-то интересное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота, ребята. Ах ты, просто красотка. Посмотрите, ребят. Кайф. Сейчас вы захейтите, что я там тру ее. Это просто кайф, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. Классика. Я рад, я просто счастлив, ребята. Отто Адельхайдский пфеник. Немецкая монета с именами императора Оттона III из Священной Римской империи и его бабушки.
Аделаиды Бургундской, Аталет, которая была отчеканена вскоре после 983 года, как региональный пфеник в регионе Гарц. Кстати, такую же монету, только в куда более худшем состоянии, мне уже удавалось поднимать примерно в этом же районе. Поэтому данная находка, конечно же, меня очень и очень порадовала. Вдоль речки. Сигнал просто мощнейший. По-моему, что-то гиперинтересное. Смотрим. Он мне говорит: Пах, поехали домой, планы. Время 11. Я такой иду и думаю, что бы мне такое сказать Антону. И стоило ли ради этого в 5 утра сегодня вставать. Ребята, смотрите. Я еще не уверен, но мне кажется, это она. Посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Боженьки мои. О, бляха. Бляха. Все, друзья, это точно домой. Это точно домой. Это пипец. Посмотрите, какая она. Бля. Все, домой, друзья. Сейчас я реально счастлив, друзья. Спасибо вам, что вы есть. Это сестерций. Это сестерций, да еще в каком качестве, хотела сказать, в каком сохране. Ребят, эмоций у меня сейчас гораздо больше, чем от предыдущей монеты в прошлый раз, которую подняли. Вы посмотрите состояние, посмотрите, какая она толстая. Батюшки мои! Ху-ху! Ху-ху! Да, друзья, это кайф. Это кайф, самый настоящий. Кто бы мог подумать. Близко не ожидал этого, ребят. Все, время 11, мы поехали домой. На этом коп заканчивается. И вот эта шикарнейшая монета. Я ее, конечно, приложу. Какая она кайфовая, друзья. Блин. Просто на ней все видно. Она толстая, она просто толстенная. Это просто жесть, ребята. Очень порадовал этот римский сестерций. В лучшем качестве, точнее в лучшем сохранении я еще пока что не находил. Это в топе моих находок. Приятная патина. Теперь нужно как-то ее законсервировать и сохранить. Да, друзья, ради вот таких моментов и увлекаемся, и копаем. Это Рим, друзья, это сестерций. Это 1-2 век. Это просто шикардос. Я просто в шоке. Посмотрите, какая толстая монета. Батюшки мои. Я не знаю уже, как к этому относиться. Короче, вылетает какая-то офигительная монета и опять половина. Да ёп... Фу, что ты будешь делать, батюшки мои? Вдоль той же кромки, посмотрите. Я вижу, какая она большая уже. Я вижу, что это серебро, ребят. И это чисто половина. Я вообще просто в шоке. Ой-ой-ой-ой-ой. Такого я еще не находил. Какой-то дурдом, ребят. Это что-то очень крутое. Ну как так, а? Ну и почему ее опять они распилили? Я просто шокирован, ребят. Неужели тефтон какой-то? Я вообще просто в шоке, блин. Но это очень крутая находка, друзья. Это крутая находка рядом с мельницей. Ну почему не целая? Почему ты не целая, а? Еще есть сигнал. Опа, друзья. Ух ты! Еще одни часы. Блин, посмотрите. Это уже на серебро похоже. Офигеть. Там вон только стекло разбитое. Схрон часовщика. Часовщик сидел здесь. Блин. Вау. Посмотрите, ребята. Это уже серебро.
И вот, это ж часовой механизм, только от карманных. Сейчас вот сюда вот все положу и продолжу. Там еще звенит. Может, и еще будет. Вот это серебро стопудово. Там что-то написано. Ну, кстати, циферблат-то от роликсов мы с вами находили уже. Тут вот тоже надо помыть будет. Какой-то бренд написан. То есть это наручные часы были, ребят. Циферблат стерся. Видите, они сюда открываются и туда открываются. Сейчас попробуем открыть. Наверное, вот эта вот кнопочка должна быть задействована. Ремонтойер, цилиндр. Десять камней. Вот тут вот клейма, номер. Ой, эмоции зашкаливают. Осень. Хожу. Думаю, ну неужели один только лишь инструмент? Сигнал под деревом. Причем я тут проходил уже много раз. Друзья, под деревом. Постоянно подобные находки под деревьями. Не знаю почему. Смотрите. Звенит очень хорошо. Копаю. Вот она. Вот она, ребята. Ой. Пряжка. Пойдем смотреть, пойдем мыть. Ручей рядом. Ой. Друзья, это кайф. Спасибо лесу, спасибо дедушке. Так, не забыть, где я там оставил. Ага. Неужели? Первушная, может, не знаю. Ой-ой-ой, друзья! Да это еще и САшная! А вдруг СС вообще? Первый раз нахожу, ребят, первый раз. Блин, САшная пряга, друзья. Никакой пропаганды, друзья, ужасов войны. Только история. Сейчас я ее почищу и посмотрим с вами. Блин, вот это кайф. Вот это кайф, ребята. Братцы. Посмотрите. Вы только посмотрите, друзья. Зачет. Вообще. Я настолько рад, что это такая трудовая. Не зря сидел под дождем мог. Такая находка. Просто. Ни разу не находил. Я уже думал, такого не бывает у нас. Смотрите. Такой визуально не видел. Чисто сигнал. Смотрите. Ничего не напоминает. Ну, смотрите, состояние какое еще. Опа. Опа. Крутяк. Смотрите, ровненькая какая, друзья.
Блин, просто верховая, просто тупо верховая каска. Еще и размер маленький. Да, давно такого не было. В склоне черный сигнал был, друзья. И смотрите, посмотрите очертания. Вы уже поняли? Бакелитовые ручки. Опа. Штык. Ну что, почистим? Ну такой, на 4 с минусом. Потянет. Кончик, видите? Оскотинился чуть-чуть. Кнопка, вон, все. Щечки ведь на месте. Огромный сигнал, ребят, под деревом. Ковырнул. И смотрите, что. Я вижу бандаж. Это каток, скорее всего. А вдруг тигровый. Сейчас мы его будем выкапывать. Ворверк. Немецкая техника, друзья. Смотрите, толщина. Офигенная. Вот так вот. Спицу одну вырвала, выломала. Ребята, метров 300 мы закатил я его, причем в горку метров 50, наверное. По равнине, конечно, легче катить. Жесть. Копать сегодня, конечно же, больше я не буду. Как это было, друзья, не хочу вспоминать. Но оно в багажнике, и я отправляюсь мыть, чистить его и смотреть, от чего. Ой, ребята, такой кайф вы не представляете. Сейчас объясню почему. Иду уже по тем местам, где уже, ну вот, в эти выезды раза 3 я тут ходил. Чуть-чуть сместился, пару метров. Шикарный сигнал. Я уже видел очертания, не буду лукавить.
смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Только вот интересно, что за пряжка? Латунная, вижу. Ребята, блин, ты посмотри, какой сохран. Ошалеть. Ошалеть. Посмотри, какой сохран. Ой, друзья, спасибо большое за вашу поддержку моральную. Блин, ты посмотри, какой сохран. И тянуло ж меня сюда. Давайте почистим. Друзья, сохран просто лютый. Патина просто шикарная. Да еще и на клеймах. Асман, Гесч. И еще вот справа этот РЗМ. Конечно, тереть уже больше я ее не буду. Просто водой помою, потом и все. Просто водичкой помою и все. Слушай, звенит хорошо. Опа, колечко. Блин, Часики! Красота, блин. Слушай, надо Золота чистить. нет? Цвет блеклый такой, непонятно. Не похоже, как будто бы, да? Золото вряд ли. Что там, видать, что? Ну-ка дай гляну. Я ни хера не вижу, блин. Что-то есть какие-то чекухи? Ну давай, докопай, что там. Еще что-то звенит. Вон она упала, пластинка. Бритвенник, не? Да, по-моему, от бритвы. Или шпанга. Ну, вот тут стоит подумать теперь. Для бритвенного маленькая, как будто. Маленькая, да. Скорее всего, шпанга была. С этими, понял? Ну, маленькие повторители наград эти, да? Да, тут эти... Ну-ка, позвони, еще есть что-нибудь или нет. Сейчас будем часы смотреть, ребят. Прикинь, золотые. Ну, слушай, кстати, Тимур. Прозвякивает что-то еще или нет? Что-то там написано, ребят. Как бы и не золото. Ребята, часы золотые, походу. Часы-то золотые. Етит его, молотит, блин. Смотрите внимательно, друзья. Мы видим 14 карат. Мы видим 585 тысячных. А 14 карат, это, по-моему, и есть 585-я проба золота. Так что, друзья, это корпус... Золотой корпус от часов. Ребята, ошалеть. Вот это номер. Вот это Тимур красавчик, конечно, дал дрозда. Бывает. Тимур просто среди банок, да, среди мусора. Вот оно, как обычно все бывает. Лежит просто, все звенит. Начинаешь ногой отковыривать там или еще снимаешь землю чуть-чуть, и вот тебе, пожалуйста, вот они лежат. Вот так вот. Накопанных веками местах, блин. Местах, да, короче. Евстахий, короче. Да. В Евстахиевой трубы аж заложило, короче, после такой находки. Наверное, планеты в космосе выстроились так, и iAtlas 3, пролетая мимо, поставил ударение. Чего только нельзя найти в лесах бывшей Восточной Пруссии. Сейчас вы поймете, о чем я. Батюшки мои, друзья! Кого я вижу? Гельмут, приветствуем тебя! Всем привет подписчикам Пашиным. Что делать?
Сразу с профессиональной идентификацией. Ну как у вас потихоньку движется? Мы роемся, да. Нам весело. В декабре вообще все весело. Ну что там? Ух ты, какой ты красавец. Прям наверху, короче, вот О, письмо из прошлого, прикинь. вообще жесть Сейчас какая. почистим. Класс, класс, класс. Сейчас я беру самые бархатные корщеточки и пошла массовка. Специальные, это ж не простые, да, Гельмут? Да, намоленные. А где такие берут вообще? А это мне с Первушный, Японии первушный подписчик привозил, с Сахалина парень. Не, не первушный. Круто. Не первушный, Ну, номер кучерявый какой-то. Да, слушай, весь. И вот сверху тоже тут про любовь. Он весь прям картина маслом. Вот это и есть письмо из прошлого. Вот сейчас пальцем протру. Сверху что у нас? ФИВ. ФИВ. ФРВ, по-моему. Ф. Возможно, да. ФРВ 2333. Сейчас возьму вот такую еще бархатку. Это вообще японская. Это вообще бархатка прям. Вот смотри, как она Работает. письмо достает из пелены 80 лет. ФРВ. ФРВ 2333. Подожди. Р Слушай. или здесь бэк? Бак. Бак это пекари, что ли, или нет? Бёкер. Да, пекер. Слово пекарь от немецкого бёкер. Ага. Рота пекарей. Прикинь. Да, такой телепузик парень был, откормленный солдат. Ребята, шачки запотели. Опять склоны, смотрите. Смотрите. Опа. Опа. По-моему, о, смотрите, и колечко. По-моему, это восточные добровольцы. Сейчас почищу. Цинковая звезда. Могу ошибаться. Блин. Зачет. Вот она. Ну, находка, ребят, находка. Первый раз нахожу, кстати. Лайкосы. Лайкосы. Спасибо вам, откосы. Батюшки мои. Сбросил он эту звезду, друзья. С такими звездами в плен-то точно не брали. Вот тут вот она была, и вот тут что-то еще звенит, такое сочное. Почти наверху. Блин, под корни. Жетон, что ли? Не пойму. Смотрите. Точно. Точно жетон. А представляете, ребят, если будет добровольческий. Точно он скинул его, все верховое. Вот, сверху летело. Ну давайте почистим. Интересно, что там. Вот это то ли шестерка, то ли девятка. Выпавшая алюминиевая. Звезда восточных добровольцев. Жетончик. Штабной. Ну и всякие безделушки мелкие.
Смотрите, ребят, черный сигнал. Очертания. Вы видите, штык верховой. Вот, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Ладно, дойду. До Гельмута почистим. Он где-то тут рядом. Щучки деревянные были. Ну, смотри. Ну, не самый плохой. Нет, пластина вообще в идеале. Просто в идеале. Это редкое явление, она жестяная. Она прям совсем целенькая. Смотри, без вообще потерь. Кнопочка будет работать. После электролиза все это работает. Все, здесь вылезут номера. Ну, это, я тебе скажу, по нынешним временам не худший сохран. Прям вообще хорош, Паша. Я тебя поздравляю, ты красавец. Ну, нормуль. Да. В клоне сигнал. И кажется что-то интересное, друзья. По-моему, это орел. И вроде бы сохран. Ничего. Давайте почистим. Сразу скажу, не является пропагандой ужасов войны. Только лишь история. Так вот, пришел хвастаться парням. Ну вот он. Сейчас будем чистить. У Гельмута японский из Сахалина. Я его увидел метров за 30. Профессиональные эти. Смотри, улыбается. Я говорю, что-то сейчас будет происходить. Орлёв. Что скажешь, Сань? Нормально? Вообще красотень. А Собакин что скажет? Да бог ему Скажи, а мне вообще все равно. Смотри, прямо с этим. А эти зацепы широкие или узкие? Узкие, да? Все, почистим. Почистим. Ну что, ребят, почистили вот. Клеймо. 38-й год, конечно, сохран. Вообще песочный. Зачет. Вот такой птиц. Ну что, еще покопаем, побегаем.